Здрасте, Мария. Добрый вечер, Михаил. Здрасте, не Мария. Все остальные слушатели. Вы доплыли. Пробки, кстати, 10-бальные сегодня. Я добежал. Слушайте, тема сегодня интересная. Как она формулируется? Есть люди, для которых проблема пережить то, что они не могут контролировать и на что они не могут влиять. Ну, как бы сформулировать эту тему поконкретнее, как быть, что не все в жизни мы можем контролировать и не на все можем влиять. О чем идет речь? Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, зимой носил он валенки. Дальше я промолчу. А летом сандалии. Ну, или так, да. Там гораздо хуже, последняя строчка. Так вот, когда я был маленький, с кудрявой головой, то наша учительница, даже, по-моему, в начальной школе это было, нам рассказывала, что люди не знали, откуда берется землетрясение, гром и молния, почему они вдруг внезапно умирают, откуда берется цунами. И они придумали сначала духов, а потом, авраамические религии, когда пошли, и Бога одного цельного. И мы все зачитывали с детства мифы и сказки Древней Греции. Это к вопросу о том, что делают люди, когда они не понимают или не могут контролировать. Далее, поехали. Цифра 13. Черный кот. Сплю, не постучи. Аэрофобия. Это все история о том, что человек никак не может пережить, что он не может контролировать или ни на что не может влиять, и тогда он придумывает всякую хрень, типа вот этой. Вот давайте, друзья, так как многих это очень нервирует, поговорим о том, а как все-таки быть с тем, что мы не контролируем, и с тем, на что мы не можем влиять. Здрасте. Не контролируйте себя, говорите. Алло, здравствуйте. О, голос пошел, здрасте. Меня Светлана зовут. Я не могу контролировать поведение своих детей, взрослых. А сколько им лет? Конкретно меня вот на данный момент волнует то, что моя дочь и мой зять физически наказывают внука, которому 9 лет. Дочь, конечно, это было единожды, там нервы у нее сдали, а у зятя это бывает частенько, и я как бабушка, да, я не знаю, как можно, нужно ли говорить или не нужно это говорить. Нужно, конечно, вы как бабушка тоже являетесь родственником. Вот, этого немножко, конечно, не по теме, хотя нет, да, по теме, вы знаете. Это, к сожалению, по теме, потому что, да, ваш внук живет в другой семье, и вы не можете контролировать действия его отца. Но максимально то, что вы можете сделать, это поговорить все-таки с отцом, сказать отцу, что у ребенка могут быть потом психические проблемы, он может начать бояться людей, вообще жить со страхами, с тревожностью, и потом придется его показывать там от психолога до психиатра. И еще можете сказать, конечно, это зятя может вашего сильно разозлить, но тем не менее, что во всем мире, почему детей перестали бить уже давно? Потому что юридическая система приравняла изнасилование к побоям. И для суда это практически одно и то же. То ли изнасиловали ребенка, то ли избили. Вот. У них нет понятия физическое наказание, физическое воспитание. Он по-другому не понимает. Попробуй сам с ним поговори и так далее. У них этого нет. У них, как насильник, это и есть насильник. Есть сексуальный насильник, есть физический. Разницы почти никакой. Для психики ребенка, как правило, физически может даже еще хуже быть. Поехали дальше. Добрый вечер. Еще одна линия. Алло. Здравствуйте. Так, что нам... Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Да. Здравствуйте. Мы так даже говорите, пожалуйста, разговаривать. Мужчина. Алло, я в эфире, да? Да. Добрый вечер, Сергей. Прошу прощения, что немножко... Пожалуйста. Да, не совсем понял, да, что нужно говорить. Я просто вас слушатель,
со времен еще 2008-2007 года. Мне тогда было вообще 14 лет. Я знаю, что не по теме скажу, но просто хочу выразить вам благодарность за то, что вы до сих пор остаетесь в эфире. И всем чмоки-чмоки, оставайтесь в эфире. Вы единственные, кто остаетесь голосом какого-то разума в наше свободное время. Спасибо вам большое. Остальные типа безумные, что ли? А мне тоже комплимент нравится. Ведь я, видимо, в таком возрасте, Михаил, а вы еще стоите в эфире. Чмоки-чмоки. Многие чмоки, уже на белом чмоки, свете Михаил, не задерживаются. Задам вопрос от Вали из Москвы, и потом телефонный звонок. Валя пишет, многих сейчас беспокоит то, что они не могут влиять на, например, политическую ситуацию в стране и довольно бессильно смотрят в будущее. Как справиться с этим чувством, что ты не можешь контролировать что-то в стране? Какие-то Я процессы? вот на что не люблю лезть в политику, но тут я хочу свои 2 копейки вставить. Есть, кстати, прекрасная книга Михаила Зыгоря или Зыгаря. Зыгорь, Михаил Зыгорь. «Вся королевская рать»? Нет. Или вторая, да? Империя должна помереть. Это описание России с 1905 по 1917 год чуть ли не по дням. И когда ты читаешь это, когда ты читаешь какую-то историческую литературу, ты вдруг начинаешь понимать, что в России народ никогда ни на что не влиял. Все революции, все преобразования, крепостное право, отмена крепостного права, война, революция, все, что вы хотите, делалось только сверху. Поэтому это правда. Вот любая, там, может быть, другая страна сказала бы, мы влияем, вот через выборы влияем, там, через еще что-то. В России, да, надо признать, что если наверху захотят что-то поменять, поменяют. Не захотят, значит, все, как было сказано, будут глотать одну и ту же пыль. И это правда. И, как бы вам сказать, люди, которые все-таки думают, что они могут поменять, ну, они романтики, конечно. Их где-то жаль даже. Но на этом я бы захотел закончить свое политическое выступление. Я не фанат лезть в политику именно по причине бессмысленности. Я сказала, вся королевская рать, конечно же, вся кремлевская. Кремлевская, королевская там. Это поразительно, что я сейчас оговорилась. Это другая книга. Американская, да. Американская, да. Добрый вечер, алло. Здрасте. Алло, здравствуйте. Дальше, пожалуйста. У меня вопрос про аэрофобию. Да. У меня, наверное, я начала этим страдать лет 25. В какой-то момент нашла терапевтов, которые с этим работают, и поняла, что это точно про контроль. И какое-то время мне было даже легче летать, а сейчас опять все вернулось. Вот я хотела бы спросить, может быть, есть какое-то там направление в терапии, которое точно работает и навсегда? Вот как вы с этим работали? Ну, есть у меня один дружок, Леша Гервашева зовут. Вот у него проходило. Ну, помогло? Да, было очень хорошо, но в какой-то момент, там, лет 3 уже... А может быть, вам обратно вернуться, еще раз курс пройти? Ну, то есть, лучше к нему... Смотрите, ну, я, так сказать, не специалист. Дело в том, что Леша, он чем интересен? Во-первых, он сам действующий летчик. Да. Во-вторых, он закончил психфак, по-моему, Иерусалимского или Тель-Авивского университета, я не помню. И плюс он закончил специально курс вот по поводу аэрофобии. Вот, он, конечно, специалист. Речь вот о чем идет. Что, ну, как я считаю, у меня как бы есть своя методика, связанная с 6 правилами, может быть, вы слышали. У меня такая точка зрения, что если у человека в базе тревога, вопрос в том, где эта тревога будет располагаться. Одни боятся онкологии, СПИДа, понимаете, сейчас ковида, например, а другие, например, аэрофобия. Почему аэрофобия? Я думаю, Алексею все это рассказывали. Потому что вы не контролируете движение воздушного судна. Я даже помню этот великий пример, что когда человек идет по полю, это все пусть сейчас послушают, это очень интересно. Человек идет по чистому полю. Вот он смотрит вокруг километры, тысячи километров просто поле, даже деревьев нету. И он думает, что он полностью контролирует свою жизнь. Он сам передвигает ногами, он смотрит под ноги, ничего произойти не может. Даже я вообще говорю, нет деревьев, а мало ли еще с дерева упасть может. В этом случае даже не с чего падать.
Так вот, его шанс умереть примерно в 10 тысяч раз больше, чем если он летит в самолете. Это статистика, это не потому, что кому-то так нравится. Это просто тупая статистика. Люди попадают в аварии, например, в автомобильные, да, железнодорожные, в сотни, в миллионы раз больше, чем в авиа. Но они почему-то боятся самолетов больше, чем автомобилей. То есть здесь психика очень как бы себя странно ведет, там логика нарушена. Поберечь в машине гораздо проще, чем в самолете. Но с машины почти никто не боится. А аэрофобия — это достаточно распространенная история. Вот. Попробуйте. Я поняла. Попробуйте. Нет, я хочу договорить нельзя все-таки. раз и навсегда освободиться от этого. Нет, можно, наверное. У меня была аэрофобия, и я пил все время снотворное, и никогда, кстати, не спал в самолете, несмотря на снотворное. И все время держался за ручки кресла, да. И в какой-то момент меня отпустило просто так. Отпустило в том смысле, что, видимо, я для себя успокоен и решил, что, можно же по-разному помереть, да, это тоже как вариант. И чего, чего волноваться-то? Если помрешь, так помрешь. И меня, не знаю, вот как-то так меня и отпустило. И я, до пандемии летал, надо больше, чем сами летчики летают. До 14 перелетов в месяц у меня было. Я с лекциями по миру катался и летал. Вот. Я даже летал на самолете, он назывался ЛЭД-410Л, производство Чехословакии, 68-й год, 2 пропеллера, его не сажают на общий аэродром, потому что он для этого слишком хилый. У него занавески на окнах, на иллюминаторах, нет стюардессы, и занавеска отделяется кабина пилота от, хотел сказать, зрителей, от пассажиров. Нет туалета и 17 кресел, как в маршрутном такси. И, как видите, даже не посидел ни разу. И вам того же желаю. Добрый вечер. Алло. Здрасте. Говорите, товарищ. Так, если нет, к сожалению, то тогда зачитаю сообщение от Маши. Маше 33 года, она живет в Ростове-на-Дону. Моя мамочка, пишет Маша, очень заботливая, иногда удушающая. Когда я была подростком, если она что-либо настойчиво предлагала, хорошо работала фраза «ты меня насилуешь». И тогда мама ужасалась формулировки фразы. Вот, например, сцена, мелкая, бытовая, которая ярко характеризует мамулю. Я использую те слова, которые пишет Маша. Мамуля любит зеленый чай, а папа черный. Просто потому, что любит, а мама потому, что зеленый полезный. И мама всегда настаивает на зеленом, даже если папа вмешивается, не вмешивается, она успевает заварить именно зеленый, несмотря на то, что он хотел черный. А сама-то, кстати, она пьет кофе. Скажите, пожалуйста. Хорошо. Хорошо, да? Много энергии вообще тратится впустую, пишет Маша. Почему мама хочет причинить добро? И что мне сделать, чтобы она, наконец, расслабилась? Гениальный вопрос. Он прямо в тему. Дело в том, что сейчас многих отпустят, а у вашего папы начнется светлая полоса с чаем. Дело в том, что, друзья мои, я сам, как и ваша мамуля, был в неведении. Я считал, что зеленый — это прекрасный чай. Это не чай, это здоровье чистое. То ли дело черный. Одни танины с кофеинами. Так вот, что я вам хочу сказать, дорогие мои. Тут недавно выяснилось, что это один и тот же чай, просто разная ферментация. Еще раз специально для вашей мамули. Это иллюзия, которая... Вот что такая... Вот она не может влиять, скажем, на здоровье. Тогда она придумывает эту фигню, что надо пить зеленый чай, а не черный, и тогда ты будешь здоровый. Еще раз медленно объясняю. Берется листочки чая, и они подвергаются обработке. Вот одна обработка зеленая, а другая черная. Вот и все. А чай-то один и тот же. И у него практически одни и те же, как вам объяснить, качества, что ли, влияющие на здоровье. Там уже сорта могут быть чая разные, это может больше влиять. То есть, но мама есть иллюзия, что если заварить зеленый чай, то все будут здоровы. А черный, как в той песне поется, не влюбляйся в черный глаз. Черный глаз опасный. А влюбляйся в голубой. Голубой прекрасный. Поехали дальше. Прям на голубом глазу. Да. Добрый вечер. Здрасте. У нас сегодня очень оригинальное вступление каждый раз. Здравствуйте. Я
хотела сказать, что за этот год у меня получилось трижды повредить собственную ногу. И почему-то уже стала думать, может мне к бабке обратиться. Это было смешно. Так, нужно а как вы ее повреждали? Смотреть Обо что вы ее ноги повреждали? Да, я вот слушаю. Я говорю, обо что вы ее повреждали? Один раз просто подвернула на ровном месте. Так. Физиология тела, наверное. Второй раз по дороге просто разорвался мениск. Угу. Как бы ничего не понятно, но... А с мениском до этого так были бывает, проблемы? Просто строение тела. Уже проблема зажила. Не, сама. ну до того, как вы эту ногу ломали, у вас была проблема с мениском? Нет, я, в принципе, не знаю. На мениск сам же не просто... Не обращалась. Окей, так. И третий? Были когда-то физические нагрузки, возможно. Занятия спортом каким-то. Так. И, может быть, пришло время. Износилась нога. Отрезать? Вот пояснение потом. А сначала подумала, может, бабке уже пора. А бабка что, по-вашему, может сделать с ногой? Заговорить так ее? Вот понимаю, что не делать. На деньги и богатство заговорить вашу ногу? А какая нога, левая или правая? Левая. А знаете, такая песня была у Высоцкого? А мне моя не правая и левая дороже, чем правая и правая. Вот. Нет. А вопрос будет сегодня? Теперь уже, слава богу, на двоих. Все в порядке. Можно танцевать. Ну, слава богу. Внимание, вопрос. Да. Или вопроса не будет? Вопроса не будет, потому что их очень много. Будем решать по мере их поступления. Спасибо. Берегите ноги. Правые тоже, кстати, не запускаете. Так, вот и поговорили. Евгения, 39 лет, сыну 18 лет, решил жить отдельно, учится, подрабатывает. В общем, тяжело мне обрезать пуповину. Все время хочется ему что-то подсказать, как-то помочь. Я переживаю, что не могу контролировать его жизнь. Как правильно себя вести и как принять, что он взрослый, и отпустить контроль? Вот смотрите, сначала давайте выясним, откуда растут ноги. Левые и правые. Казалось бы, ребенок взрослый, ребенок своей жизни. Родители должны мечтать о таком, потому что многие жалуются, что дети сидят на шее, не учатся, не работают, только деньги у родителей собирают. А здесь как бы мечта каждого родителя, но тоже неприятно. Почему? Потому что пока ребенок был маленький, он был в каком-то, сейчас будет тавтология, маминым смыслом жизни. И мама, как бы, видимо, посвятила себя ребенку. Когда ребенок откололся, то мама типа работу потеряла. Потому что она теперь не может жить жизнью ребенка, потому что у нее другая жизнь, от мамы, кстати, отчасти скрытая. Поэтому, чтобы вас отпустило, вам надо срочно переключиться на себя. Найти какой-то свой смысл с ребенком вообще никак не связанный. Я вам желаю успехов. Добрый вечер, алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Вадим. Я долгое время проработал, больше 10 лет в спасательной службе. Так. И тут вот такой вот момент, что с одной стороны, нужно, наверное, обладать определенным там психическим складом, чтобы там работать. А с другой стороны, сама по себе эта работа воспитала во мне, такую, наверное, иллюзию того, что я все контролирую. Потому что мы находимся, часто спасатели находятся в ситуации, когда помогают только они или вообще уже никто. Угу. И в этом смысле меня все очень радует, то, что я с тех пор, как вот работал, стал таким уверенным в себе, меня ничто не выбивает из колеи, и любые там неурядицы, я говорю так, расслабляемся, делаем все, что от нас зависит. И все. Но может ли быть такое, что вот это, наоборот, иллюзия того, что я все контролирую, она хуже, чем эти фобии, и нужно что-то пересмотреть? Смотрите, если вы спокойно себя чувствуете, контролируете, то ничего в этом нету. Если вас нервирует потеря контроля, это проблема. Вы можете на этот вопрос ответить? Вы боитесь терять контроль? Вы начинаете нервничать? Меня это особо нервирует, потому что даже когда была явно такая ситуация в семье, ребенок заболел, слава богу, не смертельно, мы все с этим справились, тяжело заболел, и среди домочадцев была такая паника, я вроде бы собрался, сказал так,
сделаем все, что от нас зависит, и все будет хорошо. Ну и все стало хорошо. Ну, видите, у вас какая здоровая... Кажется, что может быть такое, что я попаду на такую ситуацию, в которой вот реально ничего нельзя сделать, и меня вот это накроет сильнее, чем тех, кто всего этого побаивается понемножку. Когда вы попадете, вас уже ничего не накроет, это называется смерть. Мы все там будем. Но я хочу сказать, пока мы живы, вот о чем. Как выглядят люди, которые действительно не переносят потерю контроля. Приходит ко мне такой пациент на прием, садится напротив меня. У меня в кабинете круглый стол. И на столе, бывает, стоят предметы. Ну, например, бумага, ручки, карандаши, стаканы, чашки, чай иногда, кофе. И я вдруг смотрю, что пациент начинает выстраивать все это в линеечку и как бы незаметно стряхивать типа пыль со стола. Вот это я называю болезненная непереносимость потери контроля. То есть, когда все немножко в ее понимании хаотично стоит, и еще, не дай бог, пыль, он нервничает. Вот это я понимаю, когда человек не может этого перенести. Добрый вечерок. Добрый вечер. Здрасте. У нас сегодня Да что ж очень такое? интересно проходит начало разговора. В гробовой тишине. Добрый вечер. Вот. Здрасте. О, фантастика, попал. Добрый вечер, доктор Лобковский, а также его очаровательная коллега. Медсестрой назовите, она согласна. Нет, докторесса, Да. не надо. Раз в неделю езжу на автомобиле, и вы не поверите, именно в одном и том же месте на МКАДе попадаю на вашу программу. И Даже это теперь та подумал, с какой ноги мне вставать, чтобы попасть снова. Вопрос следующий. За последние полгода освободился от ряда, ну, наверное, это можно назвать фобиями. После того, как ты освобождаешься от фобии, образуется такое некоторое пространство свободное. Что с ним делать? Радоваться жизни, пожалуй. Ты начинаешь смотреть, как бы у тебя появляется некий взгляд на тебя. Ты понимаешь, а кто, собственно говоря, боялся? И тебе неприятен этот человек. Вы знаете, я хочу вас успокоить. Вы не виноваты. Дело в том, что у нас есть национальные традиции. Более того, с точки зрения церковной, это все язычество. И церковь с этим борется. Например, с черными кошками, со сплюнь и постучи, и со всем остальным. Но мы родились в этой стране, у нас это как бы принято. Я просто прохожу, идет черная кошка, я иду, я на нее не реагирую. Как это вообще все работает? Я вам приведу такой интересный пример. Приходит какая-нибудь женщина, какой-нибудь ясновидящий, гадалки, к бабке, вот те, кто там собирают деньги за эту эзотерику, и говорит: вы знаете, муж от меня гуляет. Я очень страдаю из-за этого. Я бы хотела вернуть мужа в семью. Это вот ясновидящая бабка-гадалка. Говорит: фотографию мужа принесите. Ну, она приносит фотографию мужа. А так говорит: а у вас ведь еще дети есть? Говорит: да. А можете фотографию ребенка принести? Или детей? Говорит: да, пожалуйста. Приносит. И вдруг эта гадалка ей говорит: слушай, а у тебя дети болели когда-нибудь последний раз? Не помнишь, когда у тебя дети болели так, чтобы серьезно? Говорит: да, в прошлом году прямо грипп был, температура. Говорит: я тебе так скажу, кто-то порчу на ребенка твоего навел. Значит, эта женщина уже про мужа не помнит вообще ничего, рыдает, несет еще деньги и говорит: пожалуйста, спасите моего ребенка. Хрен с ним, с мужем. Та берет еще раз деньги. Ребенок как был здоровый, так и продолжает быть здоровым. Все довольны, что самое интересное. Совершенно такой безущербный отъем денег у населения. Правда, посередине, конечно, население попугали. То есть у людей есть из-за страхов какие-то идеи по поводу того, что это у них поэтому, это поэтому и так далее. Она даже мужа своего ненавидит, потому что ей гадалка сказала, что это разлучница, это она, собственно, порчу-то и наводит на ребенка. Вот такой механизм. С черной кошкой, ну как это вообще все работает? Конечно, черная кошка или кот, если брать Юрия Саульского, никак ни на что не влияет. Но когда человек, например, ему дорогу переходит черный кот, и он в это время
ломает себе ногу, например, подскальзывается, у нее кошелек крадут, он начинает связывать два этих понятия. Хотя он мог также связать, что когда он упал, в заборе было 15 кольев, а 6-е окно на 3-м этаже не горело, и вот этот остальной бред, но вот он что-то на кошке сосредоточился, видимо, черная кошка как-то ярко выглядит. Плюс, конечно, цвета, да, черный цвет, он, как сказать, исторический, носит мистический характер. Даже вот мой любимый жанр называется как? Как называется мой любимый жанр в кино? Нуар. Конечно, вот Мари понимает меня сразу. Комедия нуар. Да не только комедия нуар. Вот вчера Хичкока пересматривал «Ребекка», фильм 40-го года. Слабоватый, кстати. Вы ремейк посмотрите. Вы ремейк смотрели? Нет. А ремейк еще слабее. Еще хуже, да? Так что не надо Ребекка с разговаривать большим на оригинал, напрягом, да. с армией Хармером. Ремейк. Ладно, ну хорошо, поехали дальше. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Екатерина. Мне 37 лет. Год назад, в общем-то, вы изменили мою жизнь. Я вам очень благодарна, потому что благодаря вам я, собственно, переехала от моей мамы. Живу отдельно, все прекрасно, все хорошо. И, значит, вопрос такой. Поскольку отношения не сложились, я бы с удовольствием просто совсем отказалась от общения с матерью. Так. Но оно для меня оно губительное, и оно просто негативно. Но это ваша мама, которая пьет? Который с ней в хороших отношениях. Ребенок ее любит, и, соответственно, я вынуждена общаться как-то с матерью. Подождите, да? А сколько лет вашему ребенку? 5 лет. 5 лет, да, вынуждена. Да, вот, значит, вопрос, как мне общаться с ней, чтобы не тратить свою энергию на эту ситуацию, да, или, может быть, вообще запретить общение, и мне хочется проконтролировать вот этот момент, что она что-то про меня говорит, мне кажется, что она все время про меня что-то говорит и так далее. Вот как она себя настраивает успокоить в этом моменте? Не, а что успокаивать? Она ребенку говорит про вас гадости? Так сложно сказать. Ну что, ребенок 5 лет, чистая душа, пришел, сказал: мама, а бабушка сказала, что ты плохая. Было такое? Нет, такого не было. Смотрите, есть как бы психологический аспект, есть юридический. Так. А для того, чтобы лишить бабушку общения с внуком, для этого должны быть веские причины. Одна из них, например, ваша мама пьет. Она пьет? Пьет. Вот, пожалуйста. Вторая, она настраивает ребенка против матери. Пока с этим вопросы. То, что пьет, это вопросов нету. Вот. Но просто так не за здорово живешь, конечно, неправильно. И еще, если она пьяная, это вообще исключено, чтобы она общалась с внуком. Как бы она себя не вела. Если она трезвая, то она как, к вам домой приходит, или вы к ней ребенка приводите? Как это происходит? Я к ней привожу ребенка, и в плане пьянства это всегда такое вот состояние немножко такого приглушенного сознания, я его называю. То есть под кайфом. Вы понимаете, тут есть опасность для ребенка. Дело в том, что пьяная бабушка горе семьи, значит, сейчас не об этом речь идет, она может за ребенком не уследить, не проконтролировать и так далее. Более того, вы можете ей поставить, все-таки это ваша мама, как к ней не относись. И вы можете поставить вопрос ребром, что я типа не против давать, но лечись, вылечишься и общайся. Не хочешь лечиться, твой выбор. Понимаете, что маму в угол-то не загонять совсем уже. Дать ей возможность, если она хочет общаться с ребенком, лечиться и общаться полноценно. Потому что дать пьяной бабушке внука, это очень стрёмная история, я вам хочу сказать. Пьяные люди, они внешне нормально выглядят, но там у них такие идут процессы в мозгу, что они не совсем адекватные бывают. Вот в чем дело-то. Хорошо, Михаил, и второй вопрос по поводу сепарации. Вот можете чуть-чуть рассказать, что это значит? Нет. Значит ли это, если неприятно общаться с человеком, то это полное отделение от общения с Если вам неприятно, вы можете ребенка, да, но сепарация другое имеется в виду, когда там дети
вырастает, отделяется от родителей. У нас просто сегодня совсем другая тема. Полина пишет: я очень тревожный человек и пытаюсь контролировать все в жизни. Слушала ваши лекции, пытаюсь отпустить контроль. Перестала делать уроки с детьми и названивать им, когда они в школе и на занятиях музыкой. Но внутри всегда остается беспокойство и мысли о том, что с ними, как успокоиться и вообще расслабиться. Вы знаете, ваши дети — это отдельно стоящие люди. Это не ваше продолжение, это не вы, только маленькие, это другие люди. Очень, к сожалению, многие родители этого не могут понять, и детей как бы немножко меряют по себе. Дальше. Что значит это другие люди? Это самостоятельные люди, у которых есть своя жизнь. Идеально, многие сейчас могут изменить свои отношения к детям, когда вы с самого рождения ваших детей как бы вы родили новых людей. Как кто поет? Это какая-то группа. Сплин, конечно, люди. Скоро появятся новые люди. Да, вот. Это новые люди. Это не ваше продолжение. Да, генетика, как недавно выяснилось, она практически все определяет в жизни. То есть огромное влияние имеет на... Ну, не все, конечно, но влияние имеет огромное. Но это все равно другие люди. Уважение к другой жизни. А поддержка детей именно в том, в чем они хотят, чтобы их поддержали, а не как родители свои амбиции. Вот это все совершенно меняет сознание, и тогда уже не тревожно. Но, к сожалению, из-за тревожности вашей, что вы не можете контролировать, что с детьми происходит. Одна моя знакомая, например, когда ребенок уже учился в 11 классе, просила, чтобы он по дороге из дома в школу с ней говорил по телефону непрерывно. Вот это я понимаю психоз. Вот. А ребенку уже 16 лет было к тому времени. И он все время должен был туда и обратно, и когда из школы домой шел, держать трубку и ухо, типа в школе мы спокойно, а вот когда на улице я хочу, чтобы я слышал, что он со мной на связи. Поехали дальше. Добрый вечер. Здравствуйте. А сделайте, пожалуйста, потише ваш радиоприемник. Алло. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Юлия, мне 38 лет. В последнее время читаю новости и, можно сказать, зациклилась на плохих новостях. Там, допустим, пожар, сгорели дети. И я постоянно обдумываю, как можно было это предотвратить. Вот и вопрос такой, как перестать читать плохие новости и зацикливаться на этом. Юлия, во-первых, спасибо за прекрасный вопрос. Друзья мои, все средства массовой информации, не только там газеты и журналы, но и интернет, всегда начинается с катастроф, со смертей. Почему? Потому что невротиков в мире очень много, миллиарды. И под них вся эта культура заточена. Вы всегда обратите внимание, культура и спорт будет на последней странице, если это бумажное издание. Но и в новостях, которые в интернете идут, вот шапка, например, да, сначала про смерть. Потому что у людей есть запрос именно на катастрофы, на смерти и так далее. Как это работает? У невротика есть страхи, тревоги, фобии, и они должны находить выход. Когда вы живете в 4 стенах, у вас все в порядке, у вас ничего не происходит, нет землетрясения в вашем регионе, нет цунами, потому что моря тоже нету с океаном, то вы начинаете, как бы сказать, треть, что ли, перегнивать психологически, потому что вас томит вот это состояние неопределенности, тревожности. Тогда вы открываете газету, открываете интернет, а там прямо мечта каждого невротика. Тут 300 человек померло, здесь течением унесло целый корабль, здесь 3 дома рухнуло и так далее. И это как бы вас, как ни странно, успокаивает, хотя продолжает увеличивать вашу тревогу, потому что вы именно это и хотите узнать. Поехали дальше. Вот я рассказывал про аэрофобию, я сказал, что когда вы идете по чистому полю, ваш шанс умереть, там змея укусила, молния упала в голову и так далее. Вот. В 10 тысяч раз больше, чем если вы летите на самолете. И что мы видим дальше? Вы же не смотрите, как благополучно взлетает и приземляется миллионы самолетов ежесекундно по всему миру.
Вы среди этих миллионов выискиваете одну катастрофу и на ней концентрируетесь. Еще раз медленно. Вы не на позитиве концентрируетесь, а на негативе. Это свойство психики, которое требует вот этого невротического выхода тревоги. Вот тогда человек начинает смотреть новости плохие. Что вы с этим можете сделать? Перестать смотреть плохие новости. Очень близкое сообщение к этому, но немножко другой акцент. Антон из Екатеринбурга. Я порчу себе жизнь, пишет Антон, тем, что постоянно боюсь за ребенка, которому 6 лет. Я начинаю с ней играть и представляю, что это наша последняя игра. Начинаю ей читать и представляю, что читаю ей на больничной койке. Постоянно боюсь, что с ней что-то может случиться. И не получаю удовольствия даже от общения с ребенком. Что-то с этим можно поделать? Ну, необходимо. Нужно идти к психологу, избавляться. Дело в том, что у матерей, например, очень частые сны, когда у них грудной ребенок, что они его задавили насмерть в постели. Одна мама мне рассказывала, что ей все время снится, что она выжимает белье, и вместе с бельем выжила ребенка полностью. Вот. Это страхи потерять ребенка, они вот носят такой причудливый, неприятный характер. Они как бы деформируются в какие-то вот такие вот страшные картины. И вот, например, тот же Хичкок, это как раз пример того, да, а Стивен Кинг какой великий. Это все то, что находит отклик у потребителя. Поэтому вы должны сказать себе, что вы уберете раньше ребенка по той причине, что родители умирают раньше детей. И успокоиться, и дальше просто с ребенком общаться. Но ваша тревога все равно, ее надо убирать, потому что она может быть с ребенка. Помните, как это икота, Передина Федота, с Федота на Якова, а с Якова на всякого. Вот надо вообще от тревоги избавиться. Вот здесь спрашивают, как перестать жалеть о прошлых поступках. Оля спрашивает, измениться в реальности сегодняшней. Звоночек? Звоночек. Добрый вечер. Добрый вечер. Большое спасибо, Михаил и Мария. На здоровье. У меня такой вопрос. Владимир, Москва. Осенью переболел всем известной какой заразой. Вот. Ну, все прошло достаточно легко, но через 2 недели получил такое осложнение. Я спокойный человек, никогда особо ничего не боялся, но тут я перестаю нормально спать. У меня боязнь, что меня уволят с работы. Сердце начинает шалить, трясучка в руках. Ни с какими логическими доводами не связано. То есть объективно уволить с работы меня не могут. То есть до ковида у вас не было этого? Вообще никогда. Так, вопрос. Вопрос вообще, можете подсказать, что это? Как конечно, бороться? могу. Бороться только со сном, я знаю. Ну, сейчас поговорим. Смотрите. Исследования, ковид же свежее заболевание, да, его только сейчас изучают. Более того, некоторые побочные, они проявляются в течение там какого-то времени. И первое, насколько я знаю, это китайцы сделали исследование в Ухане, где он, собственно, и начался. И там на огромном количестве страниц все это написано. 30%. Слушаете, да? Да. 30% приболевших ковидом жалуются на депрессию, смену настроения. То, о чем вы сейчас говорите. Туда же можно отнести ваши страхи и тревожность. А как вообще вирус работает? Вирус начинает проникать в самые как бы слабые места. Еще там тромбообразование, проблемы там, кардиологические и так далее, легкие у многих. Потому что у человека, как бы, у него организм не такой весь, как бы сказать, одинакового качества. Что-то покрепче, что-то послабее. И вот то, что вы сейчас рассказываете, на это многие жалуются. То, что касается сна, надо проверить уровень мелатонина. Есть анализ, который показывает, сколько у вас мелатонина. Если у вас мелатонина недостаточно, то вы просто пьете мелатониносодержащие препараты типа мелоксена, и он у вас восстанавливается в течение месяца. Но я не врач, поэтому тут со мной говорить на эту тему бесполезно. Я так вам общие сведения рассказываю.
А то, что у вас вот такое состояние, тревога, да, это, к сожалению, в течение 6 месяцев обычно проходит. Я, который вообще бил себя пяткой в грудь, что я прямо весь такой чек-позитив, доктор Тропер просто. А тоже после ковида, я 2 раза переболел ковидом, понял, что не все так сладко. И у меня тоже смена настроения происходит. Вот. И я просто знаю, что это последствия ковида, и тоже жду, когда отпустят. Вот я вам желаю, чтобы отпустило как можно быстрее. Я думаю, мы еще звоночек сможем принять. Давайте. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, алло. Добрый вечер. Да, пожалуйста. Зовут меня Дмитрий, из города Калининграда. Тут все вопросы задавали насчет того, как с контролем справиться с тем, который ты отпустить не можешь. У меня проблема совершенно другая. Мне очень не нравится, когда пытаются контролировать меня. А вы знаете, у нас не совсем тема разговора. Это не отпустить контроль. Это когда мы не можем что-то контролировать. Как с этим быть? Такой странный вопрос из Калининграда. Рита, 45 лет. В общем, в Калининграде вот такая история. Простите, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, Рита другой вопрос задает. Зададим вопрос Риты. Рита пишет, я не могу контролировать и впадаю в штопор, теряю дар речи, когда ко мне грубо или неуважительно относится мужчина, с которым я встречаюсь. Как контролировать свои эмоции, находить в себе силы и не давать себя обижать? Ну, просто сказать мужчине, согласно моему 3-му правилу, мужчина, мне не нравится, как вы со мной разговариваете. Если будете так дальше разговаривать, вы уже не будете моим мужчиной. Говорится это 1 раз, дальше это дело мужчины, как ему себя вести. А если он исправился, то совет да любовь, а если нет, то решение принимайте сами. Друзья мои, я хочу сказать вот что. Действительно, в жизни существуют вещи, на которые мы никак не влияем, и которые мы не можем контролировать. Одна радость есть. С каждым годом этих вещей все меньше и меньше. Наши далекие предки вообще ничего не понимали. Для них земля была плоская. Я как-то рассказывал, что наши совсем далекие предки не знали, например, взаимосвязи между сексом и беременностью. Это смешно, конечно, но это правда. Сегодня, когда корабли бороздят просторы, чего там они? Просторы бороздят. Ну, я бы сказала, когда наша МКС вылетает в космические просторы. Нет, это из фильма же, в исполнении Михаила Пуговкина. Когда наши космические корабли бороздят космические просторы. Нет, это из «Приключения Шурика», как там смешно было. Но неважно. Сейчас ситуация меняется с каждым днем, и люди узнают все больше и больше. В частности, что Земля, например, круглая. А огромное количество мира отошло от религии, поняв, что это все-таки плод страха и так далее. И все такие вещи интересные, они добавляют нам уверенности. Но вы должны понимать, что если вы летите в самолете, вы никак не влияете на то, как самолет летит. И принять это. Вы должны принять все. То, что происходит, и то, что вы не можете контролировать, и на то, на что вы не можете влиять. Это часть жизни, она вот так устроена. Просто примите это как факт, для того, чтобы перестать расстраиваться, перестать тревожиться, избавиться от страхов и фобий, чем я желаю вам всем.